Взгляните на это старье. Это моя клавиатура, и по-моему она выглядит просто отвратительно. Теперь уж точно. Она настолько ужасна, что у меня просто не остается выбора. И под конец я взорву ее этой огромной и мощной петардой. И это еще не все, ведь в этом видео вы лицезреете 3 завораживающих этапа, на каждом из которых моя клавиатура подвергнется радикальнейшим изменениям. Короче, посмотрим, что останется от нее в финальном этапе. А пока давайте соберем все клавиши и насладимся первым этапом. А начнем мы с агрессивной покраски. Для этого у меня есть пара баллончиков краски, а также несколько сквизеров. Сквизеры — это такие маркеры, которыми тегают на плоских поверхностях. Думаю, что эта клавиатура точно изменится до неузнаваемости. Мой план таков. Для начала я перекрашу каждый знак в черный цвет, чтобы его не было видно. Это будет выглядеть примерно вот так. Я закрасил абсолютно все знаки в таймлапсе, чтобы не делать это видео бесконечно длинным. Но теперь они хотя бы не выделяются. Посмотрите на наш результат. Клавиатура стала максимально черной. А теперь ради интереса пересчитаем все клавиши. Начнем. Здесь находится вот столько клавиш, а теперь мы наконец-то покрасим их. Клавиши находятся посередине стола, чтобы краска не попадала на пол. Давайте же начнем нашу агрессивную покраску. Для этого я открываю баллончик и наношу краску на клавиши. Обычно этими баллончиками рисуют граффити, но я разукрашиваю клавиши. Думаю, что краски достаточно, будем сушить. Обычно, чтобы высушить такую краску быстрее, люди используют теплый воздух. Вот так я еще на протяжении нескольких минут буду сушить клавиши. Так что я решил взять фен, но пока я сушил, возникла проблема. Клавиши начали разлетаться даже на самой маленькой мощности, и мне приходилось поправлять их вручную. Итак, как вы уже видели, от фена клавиши просто разлетаются, так что мы придумали гениальный план. Вставить все клавиши обратно в клавиатуру и только потом сушить. Но не забывайте, что впереди еще 2 этапа, и последним этапом будет взрыв, так что досмотрите это видео до конца. Итак, осталась последняя клавиша. Стас, а что с качеством? И звуком? Ну что ты снимаешь? На, возьми эту камеру. Окей, теперь можно вставить последнюю клавишу. Теперь клавиатура полностью собрана. Итак, мы приступаем к следующему этапу. А для этого этапа у меня есть небольшая шпаргалка. На этом этапе я спешу с нее расположение цифр и покрашу их в розовый. Да, вторая клавиатура — это мой шаблон, при помощи которого я узнаю, где на моей клавиатуре находятся цифры и не только. Затем я закрашу их разными сквизерами. Чтобы не запутаться, я помечу их маркером. Короче, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Здесь будет девятка. А здесь единица. Окей, приступаем к покраске. Начнем мы, пожалуй, с единицы. Она будет розовая, как и остальные цифры. Окей, как по мне, получилось неплохо. Теперь мы разукрасим цифру 2. Цифра 3, 5 и остальные цифры. Ой, а чего он сейчас потек? Теперь он сквизерит. Мне кажется, я неправильно пользуюсь сквизером. Короче, сквизер только сейчас заработал правильно. Так что еще раз перекрасим немного. Все, все цифры разукрашены. А иногда я играю в компьютерные игры, так что разукрашу игровые клавиши передвижения. На превью вы видели золотую клавиатуру, но посмотрите на нашу. Здесь тоже есть немножечко золота, так что это видео можно считать не кликбейтным. Для того, чтобы еще больше озолотить мою клавиатуру, я закрасил клавиши Ctrl, Shift и пробел. А сразу после закрасил Windows и Z, которые вызывают голосового помощника. Закрашиваем Windows. А где Z? А точно, у нас есть шпаргалка. Третья буква слева. А марку этой клавиатуры мы тоже закрасим. Давайте просто забудем про эту скучную марку и поменяем ее на креатор. Турбосушка начинается! Думаю, что пришло время подсушить перекрашенную клавиатуру после второго этапа, таким образом подготовив ее к финальному. Итак, Стас, листики на стол! Окей, все листики лежат на столе. Теперь мы переходим к самому брутальному этапу. В этом этапе мы нанесем на клавиатуру черные точки. Очень эпично. Должны получаться только брызги. Очень важно не передавливать. Посмотрите, что будет, если я передавлю. Очень интересный процесс. Всем советую преобразовать свою клавиатуру. Но не так, как мы. Не плагиате, пожалуйста. Ой, что это за линия? Окей, теперь я могу сказать, что баллончик официально закончился. В этот раз процесс сушки мы пропустим. Итак, пока краска еще не до конца засохла, я попробую сделать эффект, как эти челики. Так называемые уличные художники пользуются газетой, чтобы создать свои уникальные узоры, в конечном итоге получить настоящий шедевр. Пока мы снимали, пошел дождь. Послушайте. Вот такой вот ливень. Ух. Все листики мы соберем и сдадим в макулатуру. Скоро они попадутся вам в туалетной бумаге.
После всех наших бросков и агрессивной покраски клавиатура не потеряла свою работоспособность. Посмотрите, здесь есть даже подсветка, и она работает. А теперь посмотрим, как она печатает. Наконец-то я закончил преобразовывать свою клавиатуру. Это значит, что последний этап пройден. Давайте покажу вам результат. С первого взгляда она выглядит просто отлично. Но все это лишь с первого взгляда. Например, на ней сложно печатать, так как буквы вообще не видны. Во-вторых, основной цвет это красный. Пожалуй, стоило сделать ее золотой. А также в некоторых местах золотая краска попала не только на клавиши. Скорее всего, это из-за техники с газетой. Краска попала даже на новую марку. Таким результатом я недоволен. Именно поэтому я нахожусь в этом огромном поле за городом со своей клавиатурой и петардой. А это может означать только одно. Этой клавиатуре сегодня вообще не повезло. По крайней мере, я так думал, пока не посмотрел отснятый материал. Оказалось, что только основная камера по-настоящему запечатлила взрыв. GoPro почему-то работала в режиме таймлапса. Видео с нее вы наблюдаете сейчас. А вторая экшн-камера и вовсе отключилась. Хотя перед взрывом я все проверил. Проверяю все камеры, чтобы они записывали. Но, видимо, одной проверки было недостаточно. В итоге я зря потратил кучу времени на то, чтобы добраться в это огромное загородное поле. Так что я приехал сюда уже во второй раз, чтобы взорвать уже 2 клавиатуры. Обещаю, что в этот раз будет еще более эпично, и я позабочусь о работе всех камер. Так сказать, второй взрыв за мой счет. А с нашей старой клавиатурой случилось вот это. Но я думаю, что это можно исправить и взорвать ее еще сильнее. В этот раз я взял точно такую петарду и надеюсь, она не бракована. А второй клавиатурой будет наша клавиатура, шпаргалка. Несем все клавиатуры, зажигалку и петарду на место. Я соблюдаю все техники безопасности. У меня 3 камеры, и я отойду на безопасное расстояние. Просто без лишних слов подбегаем к петарде с зажигалкой и поджигаем, поджигаем и поджигаем. Она горит, сейчас будет очень мощный взрыв, убегаем. Через несколько секунд будет очень громко. Очень громко. Это была точно не бракованная петарда. Посмотрите, я просто в шоке. А эту клавиатуру раскидала еще сильнее. Безусловно, все прошло более чем эпично. Всем спасибо за просмотр.